Известно ли вам о бездонной дыре, таинственным образом появившейся на участке американца Мэла Уотерса? В 1997 году он рассказал о ней в популярном американском ток-шоу «От побережья до побережья». Это сообщение стало отправной точкой в мистической истории, о которой я хочу вам сегодня рассказать. Вы готовы узнать, что скрывает дыра Мэла и почему мир в шоке от этого видео? Тогда поехали! 21 февраля 1997 года ведущий популярной ночной программы «От побережья до побережья» Арт Белл принимал звонки от своих слушателей. В эфире обсуждали загадочные события и феномены, которые современная наука пока не могла объяснить. На момент пика популярности шоу его аудиторию составляли около 15 миллионов человек, многие из которых регулярно делились своими историями о паранормальных явлениях и теориях заговоров. Однако в тот вечер произошел необычный звонок. Мужчина, представившийся как Мэл Уотерс, поделился историей, которая буквально потрясла Арта Белла и всех, кто слушал передачу. Эта история продолжает вызывать споры даже спустя годы после эфира. Мэл Уотерс заявил, что владеет участком земли примерно в 9 милях западнее города Элленсбург, округ Кититас, штат Вашингтон. Он сообщил, что на его участке есть таинственное отверстие, глубина которого оставалась неизвестной. Рассказ Мэла Уотерса сохранился в записи ток-шоу, поэтому я привожу его практически точь-в-точь. История действительно просто сносит крышу. Вот что рассказал Мэл. «Добрый день. Хотел бы спросить у вас и ваших многочисленных слушателей совета. Живу я в сельской местности восточного Вашингтона, неподалеку от горного хребта Монастэш. На нашей земле есть необычная яма. Поначалу я полагал, что это какой-то старинный колодец диаметром около 10 футов. Стенки ямы укреплены камнями, а поверх нее установлена металлическая крышка, чтобы избежать несчастных случаев. Однажды я заметил, что при крике в яму не возникает эхо. Более того, когда мы с женой решили сбросить туда какой-то предмет, чтобы понять, какой глубины это отверстие в земле, мы не услышали ничего, ни звука падения, ни эха. Это разбудило мое любопытство, и я решил попытаться выяснить, насколько глубока эта шахта. Я использовал разные способы, но дна так и не достиг. Как ни странно, помимо отсутствия дна, есть еще два момента, которые меня настораживают. Наши собаки отказываются подходить к яме ближе, чем на 100 футов, а птицы избегают садиться на край ямы или крышку. Хотелось бы услышать мнение ваших слушателей. Возможно, они смогут предложить какие-то гипотезы относительно природы этого феномена. Меня также интересует, может ли эта яма оказаться одной из самых глубоких на планете. Мэл Уотерс. После этого Уотерс продолжал звонить в эфир шоу. За период с 1997 по 2002 год мужчина совершил 5 звонков. И каждая его новая история была невероятнее предыдущей. После 5-го звонка Мэл Уотерс исчез навсегда. Но что же он рассказал во время своих звонков? Когда Мэл бросил тяжелые инструменты в яму и не услышал ни всплесков воды, ни ударов о дно, он задумался над природой этого явления. Его первой мыслью было, что яма могла быть наполнена жидкой грязью, что объясняло бы отсутствие звуков и эха. Чтобы проверить свою теорию, Мэл привязал к концу лески пару конфет и опустил их в колодец. Если бы там оказалась вода, сладости должны были бы раствориться. Леска закончилась на отметке около 1640 футов. Однако, когда Мэл вытащил ее обратно, конфеты остались целыми. Тогда он решил приобрести больше лески и прикрепил к ее концу свинцовый груз. Постепенно, катушка за катушкой, он опускал леску вглубь, но ничего не происходило. Яма продолжала поглощать леску без каких-либо признаков достижения дна. Спустя какое-то время Мэл прекратил свои эксперименты, осознав, что опустил в яму свыше 78 700 футов лески, но так и не достиг ее основания. Не зная, что делать дальше, Мэл обратился за помощью к Арту Беллу. Ведущий предложил спустить кого-нибудь в яму с использованием шкивов. Однако Мэл сразу отверг эту идею, считая ее слишком рискованной. Он объяснил, что происходящие вокруг ямы странные события указывают на опасность. Там могли находиться ядовитые газы, а высокое давление могло раздавить любого смельчака, решившегося на спуск. Хотя позже ему позвонил доброволец, готовый принять участие в таком эксперименте, Мэл отказался от этой идеи, не желая брать на себя ответственность за возможные последствия. При этом он признался, что сам готов был бы прыгнуть в яму, если бы у него обнаружили смертельное заболевание. Он верил, что силы, скрытые в этой яме, способны изменить его судьбу. Интерес к этому загадочному явлению продолжал расти, и звонки слушателей продолжали поступать даже ночью. История Мэла стала главной темой вечера и надолго осталась одной из самых популярных тем на шоу «От побережья до побережья». Через 4 дня после первого звонка Мэл снова появился на радиошоу, сообщив Арту Беллу, что на следующий день после эфира он вернулся в свое поместье в Монастэше. К своему удивлению, Мэл обнаружил, что подъезд к его участку перекрыт военными в желтых костюмах, которые отказались пропустить его на собственную территорию. Несмотря на это, Мэл отметил, что поблизости не было видно ни следов пожара, ни мусора.
Зато он наблюдал за людьми в желтой экипировке, предположительно облаченных в костюмы химической защиты, которые перемещались по его владениям. Когда Мел потребовал встречи с ответственным лицом, ему сообщили ту же версию событий. Военные заявили, что участок, возможно, не принадлежит Мелу, и намекнули на возможность обнаружения на территории наркотической лаборатории. Мел пригрозил подключить прессу, но военный лишь ухмыльнулся, добавив, что все равно ему не поверят. Белл немедленно пригласил Мела на повторное выступление в шоу. Он поинтересовался, произошли ли какие-либо изменения в ситуации с военными, и спрашивал, делал ли Мел фотографии ямы. Мел ответил отрицательно, но уточнил, что он и его соседи стали свидетелями того, как военные бросили в яму камеру, после чего те пришли в замешательство. Военным удалось увидеть нечто настолько невероятное, что они немедленно запретили кому-либо приближаться к яме и участку. Мел также слышал, как люди в желтом обменивались репликами, обсуждая увиденное на камере. Они упоминали некий странный объект и таинственное существо. Позднее мужчина заметил, как из ямы вырвался мощный луч света, похожий на луч прожектора, устремленного в небеса. Этот луч казался бесконечным, но вместо того, чтобы излучать свет, он, наоборот, поглощал его. Что же скрывалось в этой яме, Мел так и не понял. Перед завершением встречи зрителям напомнили, что местность, где находился участок Мела, известна случаями наблюдения НЛО и другими странными событиями. Специалисты по изучению неопознанных летающих объектов утверждают, что существуют инциденты, которые невозможно объяснить логическими методами. Свидетельства поступают от различных источников, начиная от военных и заканчивая коммерческими пилотами. Недавно изучение НЛО было включено в новый оборонный бюджет Соединенных Штатов. История Мела вызвала большой интерес среди зрителей шоу, и все надеялись, что он вернется, чтобы продолжить рассказ о своих приключениях. Прошло целых 3 года, прежде чем Мел вновь появился на шоу. Он не звонил, чтобы поделиться новостями о своей собственности и бездонной яме. Казалось, он бесследно исчез. Однако в 2000 году Арт Белл сумел найти его и пригласил на программу. Ведущий попросил Мела повторить свою предыдущую историю о загадочной яме, чтобы убедиться, что он помнит все детали. Мел рассказал свою историю и раскрыл новую, совершенно невероятную тайну. Оказывается, некие люди предложили ему $250 тысяч ежемесячно за бессрочное право аренды его участка. Единственное условие заключалось в том, чтобы он забрал деньги, навсегда замолчал о существовании ямы и переехал. Мел согласился и уехал в Австралию. Когда Арт спросил, почему Мел так долго не выходил на связь и не звонил из Австралии, тот рассказал жуткую историю. В декабре 1999 года, когда он собирался выступить на шоу, Мел помогал своему племяннику переехать в новую квартиру в Олимпии. Он оставил свой грузовик в небольшом городке и сел на автобус до Олимпии. Именно тогда случилось нечто странное. Автобус остановили сотрудники транспортной службы якобы из-за конфликта между пассажирами. Всех пассажиров перевели на другой автобус, и вот тут-то все и началось. Около 12 дней спустя Мел очнулся в грязном переулке в Сан-Франциско. Все его личные вещи исчезли, а на руке он обнаружил след от капельницы. Его передние зубы были выбиты. В панике Мел связался с племянником, который купил ему билет обратно в Олимпию. Несколько дней спустя после возвращения Мел узнал, что против него подан судебный иск. Истцом выступила его бывшая жена, которая фактически владела недвижимостью. Она обвинила его в нарушении условий арендного соглашения. Среди нарушений значилось строительство подземных топливных систем, септика и асфальтированных дорог. Мел уверял, что ничего подобного не делал, но допускал, что это могло быть сделано правительством. Самой захватывающей частью истории Мела оказалась обычная 10-центовая монета. Когда Мел пришел в себя в Сан-Франциско, он заметил, что у него пропала пряжка ремня. Это была уникальная самодельная пряжка, сделанная из согнутой вилки, камней и монет. Мел создал 10 таких пряжек, используя по 10 монет Франклина Делано Рузвельта, каждой найденных им в загадочном красном китайском конверте счастливых денег. Мела озадачил тот факт, что кто-то украл его ремень, поэтому он начал расследование и нашел мужчину, которому продал один из своих уникальных ремней. Осматривая монеты на ремне, Мел обратил внимание на одну 10-центовую монету, датированную 1943 годом. Однако монеты с изображением Рузвельта начали выпускаться только после его смерти в 1946 году. Более того, каждая американская монета содержит букву, обозначающую место ее выпуска. На этой конкретной монете стояла буква «Б», хотя ни один американский монетный двор никогда не начинался с этой буквы. Это показалось весьма необычным, и Мел отправил монету специалисту для оценки. Однако через несколько дней специалист сообщил, что монета была изъята казначейством. Позже Ричард Хогланд, физик-теоретик и известный исследователь внеземных цивилизаций, выдвинул предположение, что такие монеты могли прийти из параллельного мира. Если эти монеты, обнаруженные вблизи ямы Мела, действительно прибыли из другого измерения, означает ли это, что сама яма представляет собой своеобразный портал в другое пространство?
Во время телефонного разговора с радиошоу Мел Уотерс, житель Элленсбурга, штат Вашингтон, расположенного примерно в 18,5 милях от его собственности, рассказал ведущему Арту Беллу, что приобрел участок земли несколько лет назад, и на нем уже тогда находилась та самая загадочная яма. Он рассказал невероятную историю, связанную с его соседом. Когда у того умерла собака, вместо того, чтобы похоронить ее традиционным способом, он решил воспользоваться удобной ямой и сбросить тело животного туда. Спустя несколько дней охотник заметил ту самую собаку, живую и здоровую, бегающую по лесу. Сосед Мела был абсолютно уверен, что это именно его питомец, поскольку смог распознать ошейник. Однако собака никак не отреагировала на попытки хозяина подозвать ее, продолжив бежать прочь, словно участвуя в охоте. Что это? Игра воображения скучающего по своему питомцу хозяина или реальность? Я бы на вашем месте не делал поспешных выводов, потому что дальше в жизни Мела начинают происходить события, которые удивят даже скептиков. Мел Уотерс неоднократно возвращался на шоу Арта Белла. Сначала в 1997 году, потом в 2000 и дважды в 2002. Уотерс утверждал, что после того, как он начал публично обсуждать яму на его участке, его жена внезапно с ним развелась, а его земельный участок таинственно исчез со спутниковых карт. Кроме того, он рассказал о своем визите в баскское поселение в Неваде, где он наткнулся на другую такую же яму с мистическими свойствами. Подобно первой, эта яма казалась бездонной, и животные избегали приближаться к ней. Во время экспериментов с этой второй ямой баски опустили в нее ведро со льдом. Оказалось, что яма преобразовала лед в теплую, легко воспламеняемую субстанцию, которая не таяла, а могла гореть месяцами. What? Самое шокирующее заявление Уотерса касалось эксперимента, проведенного совместно с басками. Они решили опустить овцу в яму, чтобы наблюдать, что произойдет с живым существом, попавшим туда. Когда они подняли животное обратно, оно оказалось мертвым, но с огромной пульсирующей опухолью. Когда они вскрыли опухоль, то обнаружили существо длиной около 18 дюймов, внешне напоминающее тюленя, но с удивительно человечьими глазами. Уотерс говорил, что существо смотрело на него с глубоким сочувствием. После этого баски вернули существо обратно в яму. Последний отчет Мела Уотерса для шоу «От побережья до побережья» состоялся в декабре 2002 года. Он сообщил, что власти узнали о второй яме, убрали горящий лед и что он чувствует слежку. Также он утверждал, что баски рассказывали ему, что существо несколько раз навещало их деревню после того, как его вернули в яму, и будто бы предупреждало их об опасности горящего льда. Этот звонок стал последней весточкой от Мела Уотерса. Он перестал пользоваться любыми средствами связи и просто исчез. Так что же представляла собой яма Мела? Была ли это секретная военная разработка или ворота для путешествий во времени? Может быть, это был проход в другое измерение? Возможно, ответы на эти вопросы останутся для нас вечной тайной. По всему миру существуют места, которые бросают вызов логике, заставляют пересматривать наше понимание и пробуждают воображение. Верить или не верить, каждый решает для себя сам. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. До скорой встречи!